Территориально Лиссабон разделен на несколько районов. Один из самых популярных – Альфама. Добраться сюда советую на трамвае Е28. Желтый трамвай в Лиссабоне является достопримечательностью столицы. Поездка обойдется в 3 евро за человека или бесплатно по Лисбон-карт. Знакомство с районом Альфама начинается со смотровых площадок. Одна из самых популярных – Мирадор де Санта-Лусия. Хочу сразу заметить, в разное время года Мирадор смотрится не одинаково. В то время, когда цветет бугенвилия, здесь намного привлекательней. Заметьте особенность Португалии. Одежду сушат на фасадах жилых домов. Это встречается по всей стране. Следующий популярный мирадор называется Портаж ду Сол, что в переводе с португальского «двери солнца». Здесь вы найдете несколько кафе, где рекомендую выпить кофе с традиционным португальским пирожным пастель де ната. Самое популярное место для посещения в районе Альфама является замок Святого Георгия, или в переводе с португальского Санта-Жузе. Стоимость посещения составит 15 евро. Лиссабон был построен на 7 холмах, на одном из наиболее высоких возвышается замок. Расскажу немного истории. На протяжении многих веков крепость меняла свой облик и правителей различных эпох. И только в 1147 году по удачной случайности португальцы смогли захватить замок у мавров. В 1755 году в Лиссабоне случилось страшное землетрясение, которое превратило в руины столицу Португалии. Вслед за подземными толчками последовало цунами. Из-за того, что замок находится на возвышенности, он не пострадал в катастрофе. В то время в Лиссабоне проживало 275 тысяч человек, из которых 90 тысяч погибло. В районе Альфама находится главный собор Португалии. Официальное его название Санта-Мария-Майор, но сокращенно его называют Се. Его построили на месте, где раньше находилась мечеть мавров. А еще считается, что ранее до господства арабов здесь стоял римский храм. Лиссабонский собор считается самой старой церковью в Португалии. Во время землетрясения в 1755 году большая часть здания была разрушена. Его полностью восстановили, поменяв стиль архитектуры лишь в 20 веке. Интересно то, что в соборе в подземных гробницах похоронены выдающиеся личности Португалии. Среди них король Альфонс I и мореплаватель Фернанд Магеллан. Не менее интересная архитектура Альфамы – национальный пантеон. Здесь тоже похоронены важные персоны Португалии. Кроме того, в пантеоне хранятся ценные произведения искусства и живописи. Стоимость посещения 4 евро. У посетителей есть возможность с верхней террасы пантеона полюбоваться видом на Лиссабон. Вечером Альфама наполняется еще больше колоритом. Чтобы по-настоящему почувствовать Португалию, советую познакомиться с фадо. Фадо – это жанр португальской музыки, а район Альфама считается родиной фадо.
В Альфама находится несколько ресторанов, где можно слушать и вкушать португальский фадо. В эту музыку вложена особая душа и атмосфера, которые сложно передать словами. Diz aos teus olhos garotos, vivos marotos, pretos rasgados, que não andem pelas esquinas, feitos traquinas e mal criados, que não sigam as meninas, simples ladinas, os olhos meus, de tudo acho capazes, os maus rapazes, dos olhos teus. De tudo acho capazes os maus rapazes, os olhos teus olhos amendoados são comparados a dois cachorros que quando topam meninas pelas esquinas dizem piropos. É preciso que lhes digas que as raparigas nem todas são como as pedras que há nas ruas, castas e nuas, sem coração. Como as pedras que há nas ruas, castas e nuas, sem coração.